Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – ERP-система. Что такое ERP? ERP-система – это то, что позволяет деятельность предприятия автоматизировать полностью, а также не думать о доработках и интеграциях с другими системами. Что значит автоматизация? Это когда одни процессы до внедрения автоматизации в компании делались в рукопашную, а после внедрения автоматизации делаются автоматически. Почему важно погружаться в область ERP-систем? Потому что мы живем не в идеальном мире, а в реальном. Дело в том, что в реальном мире существует множество вещей, которые важно учитывать. Что позволяет сделать ERP? Она позволяет наладить работу не только отдела продаж и маркетинга, но и производства, автоматизировать управленческий, бухгалтерский, кадровый учет, складскую логистику, управление проектами, документооборот и так далее. Вообще, автоматизация необходима каждому бизнесу, а производственным компаниям она необходима жизненно. Почему это так? Сложно себе представить изготовление какого-то продукта без автоматизации бизнес-процессов. Например, когда продавец, получив заявку, вынужден с этой бумажкой каждый раз бежать к технологу в цех, на который со слов клиента записаны параметры заказа. Также, когда забывают сообщить о заявке экономисту, который уже постфактум пытается просчитать, был ли заказ рентабельным. В таком хаосе речь не идет о том, чтобы информировать заказчика о стадиях выполнения работ, потому что об этом не знает ни менеджер, ни технолог, и уж тем более экономист. Часто из-за отсутствия необходимых инструментов сотрудники вынуждены выполнять огромный объем работ, множество рутинных операций по подготовке различной документации. Именно автоматизация этих операций и становится во главу угла. Но для решения этих проблем недостаточно просто установить ERP-систему и автоматизировать бизнес-процессы. Для достижения действительно положительного эффекта проект внедрения должен опираться на трехуровневую модель. Что это за модель? На первом уровне это построение портрета клиента и структурирование работы с клиентской базой. На втором уровне – организация бизнес-процессов компании. И на третьем уровне – это выполнение обеспечения необходимых операций за счет интеграции с дополнительными сервисами. Зачем ERP-систему интегрировать с другими сервисами? В ERP существует обязательный модуль под названием CRM-система. Это база данных, в которой хранится вся информация о клиентах, о продажах и о том, как протекают процессы внутри отдела продаж. Часто компании для автоматизации своей деятельности применяют целый букет сервисов, хотя данные одни и те же. ERP позволяет эти данные не скармливать каждому сервису по отдельности, а оперировать ими внутри одной экосистемы. Это обеспечивает бесшовность системы и уменьшение ошибок. Также ERP характеризуется тем, что она по-разному выглядит для разных пользователей. ERP-система позволяет менеджерам легко обращаться к необходимым функциям бухгалтерии, а бухгалтерии легко получать нужную информацию от коммерческого отдела. Например, в ERP существует функция выставления счета, поэтому менеджерам нет необходимости оббивать пороги бухгалтерии. Они в карточке сделки формируют счет факсимиле и сразу же из ERP могут отправить его клиенту. Также в ERP часто делается учет актов, потому что после выполнения работ бухгалтерия требует закрывающие документы, которые часто теряются. Все это облегчает жизнь, уменьшает число нажатых кнопок и, как следствие, сокращает человеческий фактор. Классическую ERP-систему внедрять достаточно тяжело, поэтому правильный подход к выбору ERP – это сразу подбирать отраслевое решение. Такой софт, как правило, заточен под специфическую специфику конкретного предприятия. ERP-система позволяет скоординировать работу всех подразделений организации, а главное – синхронизировать их с производством. Что необходимо для того, чтобы выбрать ERP-систему правильно? В первую очередь важно определить, какой функционал компании необходим для производственной компании. Это может быть, например, автоматическая передача заказа от сейлс-департамента в производственный цех без идиотской бюрократии и бумажной волокиты. Крайне важно, чтобы менеджер имел возможность отследить
на каком этапе находится изготавливаемый продукт. В таком случае у менеджера появляется возможность держать руку на пульсе, а именно контролировать сроки выполнения заказа и информировать клиента. Хорошим подспорьем в ERP-системе будет наличие инструмента формирования технологической карты, распределение заказа по производственным мощностям, а также организация учета сырья и производственных издержек. Важно учитывать, что функционал ERP-систем от разных разработчиков несколько отличается, но все они имеют более совершенные инструменты автоматизации бизнес-процессов, чем то, что есть по дефолту в типичных CRM-системах. Также ERP-система позволяет автоматизировать процессы взаимодействия между подразделениями. Отдельного внимания стоят инструменты проект-менеджмента, позволяющие распределять задачи между исполнителями в единой экосистеме. Менеджер проекта видит в ERP-системе полный объем работ, все задачи по проекту, всех исполнителей, оплату по каждому этапу. Как следствие, это позволяет повышать качество работы всей компании. На этой оптимистической ноте предлагаю это видео закруглять. ERP позволяет управлять компанией комплексно, благодаря чему появляется возможность работать над непрерывным повышением эффективности, продуктивности и результативности. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!